Всем привет, друзья! С вами Алекс Моторный. 25 декабря 2024 года. Сегодня на канале планировал опубликовать видео про праздничный Харьков, о том, как город проводит рождественские и новогодние мероприятия, концерты, в общем, о том, как харьковчане отдыхают, готовятся к праздникам и проводят эти дни. Но наши дружные, в кавычках, соседи из России решили подкорректировать нам подготовку к новогодним праздникам. Утром 25 декабря в Харькове прозвучала серия мощных взрывов. Российская армия нанесла удары баллистикой. Около 6 утра прогремели по меньшей мере 12 взрывов в Киевском, Салтовском и Немышлянском районах города. Известно о повреждениях нежилых и жилых построек. Вот это, например, последствия ракетных обстрелов в Киевском районе города. Также Россия ударила по ТЭС в Харькове. Как сообщил народный депутат Сергей Нагорняк, в Харькове был прилет по теплоэнергостанции. Но Харьков за этот год достаточно неплохо подготовился, поэтому будут применены резервные источники питания, чтобы горожанам подать тепло и энергоснабжение. На момент публикации этого видео тепло и электроэнергия отсутствуют в части города Харькова и области. После ракетной атаки в Харькове и области были введены аварийные графики отключения электроэнергии. На некоторых транспортных маршрутах произошли изменения. В результате утреннего ракетного обстрела Харькова 6 пострадавших, из них 2 в тяжелом состоянии. Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что Россия запустила на харьковские котельные 12 ракет. Несмотря на сложную ситуацию в городе, удалось стабилизировать работу электротранспорта. Профильные службы работают над восстановлением системы отопления. Массированный обстрел Харькова попал на камеру. На видео можно услышать многочисленные взрывы, прогремевшие в Харькове. За 27 минут было 11 взрывов. А потом по городу снова полетели беспилотники.
Около 8 утра российские БПЛА ударили по частной застройке в Основянском районе. Разрушено 6 домов. Вы видите сейчас последствия прилета беспилотника по частному сектору в Основянском районе. О 8 годині 30 хвилин відбулося влучання ворожого БПЛА типу «Шахед» в приватний житловий будинок в Основ'янському районі. На щастя, в будинку ніхто не знаходився. Будинок після влучання загорівся, був фактично повністю знищений. Поранених на цій локації немає. Станом на зараз є одне влучання «Шахеду» саме в цей приватний житловий будинок. І ще о 9 годині 40 хвилин було збиття силами оборони України «Шахеду» в Слобідському районі. З 6 години ранку до 6 години 30 хвилин кожні декілька хвилин росіяни здійснювали запуски балістичних ракет по місту Харків. Всього близько 10 ударів було нанесено по Харкову. Зараз встановлюється точна кількість. Удари були спеціалізованими, всі удари по підприємствам інфраструктури, підприємствам виробничим. Внаслідок обстрілу отримали поранення 6 цивільних людей. Це 5 чоловіків, 1 жінка. В них не загрожуючи життю поранення, але все одно є осколкові поранення і порізи від скла та від вторинної детонації. Це працівники цих підприємств чи це просто місцеві? Це співробітники підприємств і люди, які мешкали в будинках біля цих підприємств, де було влучання. О 6 годині ранку росіяни використовували балістичні ракети. Попередньо це С-300 або С-400, зараз вилучаються уламки для проведення експертиз. За фактом цих всіх воєнних злочинів, всіх цих обстрілів відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Один из БПЛА, который летел на сверхмалой высоте прямо над гражданской застройкой города, удалось посадить целым. К счастью, беспилотник не взорвался. Такой вот он рождественский день 25 декабря 2024 года в Харькове. Мы, харьковчане, мы выдержим множество вызовов, но при этом сохраним тепло в своих сердцах. И нынешнее Рождество для нас не только праздник, но и символ нашей стойкости, веры и надежды на мирное будущее.